Вот как сегодня за ночь меня присыпало снежком. На улицу еще не выходил. Сейчас посмотрю, как там обстановка. И буду думать, чем мне сегодня заниматься. А вот какая красота. Сейчас первым делом протру солнечную панель, чтобы хоть какой-то заряд шел на аккумулятор. А ее практически и протирать не надо. Странно, такой снег шел сильный. Здорово. Тепло сегодня. Даже очень тепло по сравнению с 20 мороза. Сейчас -2, -1, наверное. Нетронутый снежок, никаких следов нет. Похоже, никто не бегал здесь рядом. А на льду вижу какие-то следы. А вот тропинка. Есть охотники, кто знает, кто это пробежал. Собачка, наверное. Ого! Какие-то росы поднялись. Удачненько. Это я могу расковырять и повыбирать себе камушки. Замечательно получилось. Интересно, как там лед. Чего его так выдавило? Я вижу свои лунки, почему-то они немного светятся под снегом. Подозрительно. После становления льда резко потеплело. Выпал снег, я не знаю, какое состояние льда сейчас, а там все-таки уже глубина. Как-то я опасаюсь подходить. Вроде не трещит. Так. Да, здесь. Вроде все в порядке. Но лед, конечно, больше не нарос под снегом. Так и осталось сантиметров 9. Ничего, сейчас попробую. Да, я забыл мотыль. Придется возвращаться. Крючки сразу поставил крупные, а леща. Сначала пробую без прикормки, потому что бывает так, что если вечером лунка закормлена, то рыбка остается стоять под лункой на прикормке. Сейчас посмотрим, пришел ли кто-то. Вот крючок на дне. Сейчас посмотрим, есть там кто-то или нет. Обычно, если рыбка стоит после ночи на прикормке, то она моментально дает о себе знать. И поклевка происходит незамедлительно. Ну что, пока
открою следующую лунку. Похоже, здесь никого нет. Лучше обрезать острые края, чтобы леска не порезалась. Вот такой вот лед. Что-то здесь вообще подозрительно. Так открыто. Да нет. Снова закармливаю сыпучей прикормкой вперемешку с разваренным горохом. Только что кто-то дернул. Опять окунишка, наверное. Ну что, обход всех лунок с удочкой не принес никаких результатов. Одна небольшая, еле заметная поклевочка. И все. Поэтому иду греться в землянку. И вернусь примерно через часик. И проверю еще раз. Ну вот мороза как и не бывало. +2 и моросит дождик. Хоть бы лед выдержал. Вроде в ближайшее время передают снова хорошие морозы. Но сейчас уже, наверное, опасно выходить. Сегодня третий день, как я прикармливаю свои лунки. Но рыбка пока отказывается клевать. Не хочет пробовать предложенные наживки. Но это не удивительно, потому что лед совсем недавно установился. И, как правило, рыба находится в первые дни после становления льда в таком стрессовом состоянии. И стоит в толще воды. И редко когда клюет у рыболовов. Вот весь водоем затянут. Вдалеке на той стороне сидят рыболовы. Уже слышны где-то звук мотоциклов, квадроциклов, снегоходов. В общем, лед уже более-менее окреп. Люди ездят уже на зимнем транспорте для рыбалки. Много времени рыбалке я сейчас не уделяю, потому что знаю, что шансов на поимку рыбы немного. И в моем случае это нецелесообразно сейчас упираться в рыбалку и целый день провести на льду. Потому что достаточно много
какой-то работы и по землянке, да и в принципе бытовые какие-то работы, то есть даже стирка, готовка, заготовка дров и так далее. И пока я не вижу смысла уделять много времени на рыбалку, пока не начнет рыбка активно кормиться, я буду так набегами подкармливать периодически и пробовать на удочку, какая активность сейчас у рыбы. Как только она проявит себя, я уже буду чаще выходить и больше времени уделять рыбалке. Ну а пока займусь какими-то делами по землянке. Попытаюсь разобрать этот торос, посмотреть, какие там есть камушки. Очень хочется закончить свой кухонный уголок, доложить его камушками, чтобы было уже красиво и удобно готовить и мыть посуду. Ну, в общем, заниматься своими бытовыми делами. Многие рыболовы, которые увлекаются зимней рыбалкой, часто замечали такую картину, что какие-то предметы, оставленные на льду, зачастую это, конечно, к сожалению, мусор, который рыболовы не убирают за собой. Так вот, предметы, особенно темного цвета, нагреваясь на солнце, они нагреваются и как бы расплавляют лед и уходят глубоко под лед. Так вот, и я обратил на это внимание и решил поэкспериментировать вот каким образом. Я взял сажу из печки и высыпал вот такой вот квадрат в надежде на то, что солнце нагреет сажу и она проплавит лед, и мне будет проще потом прорубить его до конца и достать те камушки, которые мне нужны для укладки мойки. Ну, в общем, вы знаете, о чем я говорю. Ну и кроме того, природа мне немного помогла. Сильный ветер, видимо, дул в эту сторону. И вот так вот вся льдина пошла на берег и выдавила вот такой вот торос, но не изо льда, а из камушков. И мне будет не очень сложно, в принципе, разбивать эту глыбу и достать оттуда нужные мне камни. Но, к сожалению, здесь они не такой формы, которые мне нужны. Но какую-то часть, я думаю, можно будет выбрать. Но остальное я уже попробую достать из-под воды. Если же у меня получится с этим вот ведьминым кругом, а точнее квадратом. Посмотрим, завтра обещают солнечную погоду. И посмотрим, что из этого получится. Ну а рыбки мне так и не удалось добыть за эти 3 дня. Я периодически подкармливаю лунки, но улова так и не было. Поэтому сейчас высыплю очередную порцию прикормки и пойду заниматься ужином. Сегодня я сделаю очень простой, вкусный и быстрый в приготовлении салат. Он уже был у меня на канале в одном из первых видео. Но оно почему-то набрало немного просмотров. Но я думаю, это скорее всего из-за того, что тогда была аудитория совсем небольшая. И поэтому его посмотрели мало людей. Но я категорически рекомендую его к приготовлению. Особенно он подойдет для рыбаков, охотников и любителей отдыха на природе. Готовится прямо вот так на руке, не нужны ни дощечки, ни какие-то еще особые приспособления с кухни. Нарезаем картошку, не обязательно мелко, как получается, это вообще такой больше мужской салат. Женщины у себя на кухне могли бы сделать, конечно, и аккуратней. А так для рыбака и охотника пойдет такая брутальная нарезка, крупная, прямо на руке. Все ингредиенты очень часто бывают у любителей охоты и рыбалки с собой в рюкзаке, как бы на обед привезенные из дому. Вот видите, все режется просто на руке. Абсолютно быстро. Готовится он, если вы хорошо обращаетесь с ножом, буквально за минуту. Вот так вот лук нарезают дольками, как арбузик. И такие дощечки не нужны. Все на весу.
Этот салат меня научил готовить мой дедушка. Мне было тогда еще, уже не помню сколько лет, ну, наверное, годика 4, может и меньше. И с тех пор я его очень часто готовлю. Он мне очень нравится. Обязательно попробуйте. Не пожалеете, вкус необычный. Продукты совершенно простые, обыденные, но их сочетание это что-то с чем-то. Теперь, кто любит соленое, можно подсолить, ну, зависит, какие у вас огурцы. Я люблю перченое, хорошенько перчу и заправляю растительным маслом подсолнечным, желательно пахучим, нефильтрованным, ну, таким деревенским. Если у вас на рыбалке или в походе нет масла подсолнечного, ну, далеко не каждый берет с собой масло, то вполне подойдет майонез. С майонезом тоже очень вкусно, но с маслом это рецепт оригинальный, поэтому попробуйте и так, и так. Все, добавляю перец. Добавляю масло пахучее.